Всем привет, ребят! Как и обещал, записать видео, как апнем 78 левел, поскольку у нас это ключевой левел. У нас открываются артефакт, именно еще одна прокачка в стезе именно нашего снаряжения. И плюс у нас открывается дополнительный ивент PvP, боевые искусства, с рейтингом, с хорошими наградами, хороший ачивмент с этого ивента. И само по себе, как PvP ивент, на мое мнение, это один из самых интересных PvP ивентов. Это командный PvP ивент. Забегая вперед, скажу, что тут можно подбирать и рандомно команды, как и башню чести. То есть не обязательно, если вы, допустим, один, что вас не пустят на этот ивент. Ничего страшного, можно делать подбор по рейтингу и вас кинет кому-нибудь в пати, либо вы можете зайти в пати с кем-то. Так, по порядку разберем по поводу ивента именно боевые искусства. Поскольку он у нас 78 левел сегодня апнулся, и еще пока что мы не участвовали, в частности я не участвовал. Про ивент я знаю, раньше когда играл я знаю, что за ивент. Я вам в общих чертах могу его обрисовать сейчас в конце видео. А сейчас мы поговорим об артефактах. Так, 78 левел, у нас открывается новая функция прокачки для героя, это артефакты. Что она из себя представляет? У вас открывается новая вкладка, как минимум здесь в менюшке, в которой у вас будет артефакт. Для каждого класса он привязан по скину, по-своему выглядит. Там посох для мага, там меч щитом для воина и так далее. Давайте по порядку по прокачке. По прокачке, ребят, качается, точится, точнее, артефакт ресурсами, которым мы точили наш шмот. Усиление, то, что мы делали, да, камнями. То есть советую тем ребятам, которые еще не достигли 78 левела, приближаясь к этому левелу, вы можете чуть-чуть подкопить эти заточки, как и сделал я. И уже при апе 78 левела у вас будет уже некая подготовленная платформа именно для прокачки этого ресурса, да. Единственное, что вам придется здесь еще дофармливать, это вот эти лавовые алмазы, но их мы можем приобрести разными путями. За очки арены и на неделю 5 штук дается. На черном рынке вы можете скупать их за серебряные листья, а также за алмазы. Есть магазин предложений в коробке, где вы можете в сделке купить коробку за привязанные 480 алмазов. Вам даст алых кристаллов 5 штук и 2 лавовых алмаза. Как вообще качается сам артефакт? Тут все просто, ребят, качаете все по кругу. Не упарывайтесь в один. Почему? Потому что при грейде общего круга у вас активируются определенные функции, которые у вас снизу написаны. Это у нас навык первый. Назовем его уклонение. Здесь вы получаете 100% абсолютного уклонения, поскольку вы на секунду уходите в инвиз. То есть вы уходите в инвиз, это выглядит вот так. Что за навык? Вы совершаете кувырок, и вы ушли в инвиз на секунду. Вы 100% получаете уклонение, то есть в этом режиме вы не уязвимы. Дальше. Чтобы его достичь, у вас каждая стезя
чтобы достичь, есть своя ачивка. То есть, допустим, первое самое это вот это навык уклонение тени называется. Вы его достигаете, когда вы апнете весь круг на синие руны, то есть все синие руны, поэтому стоит апать именно кругом. Не надо упарываться в одну стезю, а единственное у вас будет выбор, какую из них в первую очередь точить, если у вас ограниченные ресурсы. Но, как правило, это атака и ОЗ. Тут уже выбирать вам. Если вы в защиту уходите, может через него качаться в первую очередь. Да, допустим, у вас там на пару грейдов хватает, вы начинаете не с этого, а с этого. Это учитывайте. Суммарно, чем дальше прокачивать, артефакт очень весомый бонус дает за счет именно навыков, которые в дальнейшем будут грейдиться. У нас вот этот навык будет грейдиться уже, потому что там длительность будет уже почти 1,5 секунды. Дальше. Сами руны. Активация рун. Активация рун есть также в ранговой системе. Зеленые, синие, лиловые, золотые и красные, насколько помню. 5 их. 5, да. При каждом вот этом грейде вам какой-то стезе прокачки именно навыка вам дает ачивку. Обычно это на лиловом у вас будет, это у вас резонанс. Вы, получается, уже внешку уже, то есть какая внешка здесь изображена, вы ее можете применить на вашего персонажа. Плюс с этой прокачкой, то есть вы вот achievement снизу, то есть дает облик артефакта Святой Ангел. И изображение, видите, лиловое. Лиловые достигаете круг, поэтому стоит по кругу их апать. То есть апнули его на лиловую, его и дальше, вот так по кругу. Вы получаете Святой Ангел, называется облик. Вот. Неважно, как он называется, у разных персонажей, возможно, по-разному. Вы получаете это. И плюс с этим вы усиливаете вот этот навык. Дальше у нас уже золотой идет. Оранжевый резонанс. Дальше уже идет красный резонанс. Соответственно, в каждом из этих у нас апается уклонение тени. Дальше у нас артефакты. Есть несколько страниц. На данный момент нам доступны 2 страницы. Будет доступно постоянно так, что тот, который мы сейчас качаем, и грядущий, на который мы можем загрейдиться. То есть грядущий, куда мы можем загрейдиться, куда апнуться, это у нас уже артефакт 2 ранга. И у нас справа нарисовано, что нам нужно сделать, какие ачивки достигнуть, чтобы мы могли его активировать. То есть у нас персонаж обязательно должен 80 левела, у нас общий уровень усиления достигает 132, общий уровень усиления показывает, что это. При активации 1-го уровня артефакта тоже вам нужно общее усиление снаряжения иметь, определенное количество. Я там не помню, 103 или сколько это было, или 108. Факт в том, что на 2-го ранга нам надо 132, то есть вот это усиление всего снаряжения 132, то есть это суммарное усиление вашего снаряжения. И у вас загорится ачивка, что вы ее выполнили, вот как у меня. И дальше у нас последняя ачивка, это рунный камень артефакта Святой Ангел достигает оранжевого резонанса. То есть у нас первый круг должен апнуться все на золотой. Плюс у нас должен быть 80 уровень. И у нас круг усиления должен быть на 132. И в следующем у нас откроется уже артефакт 2-го ранга. Дальше мы его апаем, потому что у нас будет новый навык с новым артефактом.
И смотрите, ребят, те, кто первый раз играет, не знает, и вопрос, возможно, возникнет. Навык вы можете активировать только один из них. Либо такой, либо такой. Здесь у нас навык, это, грубо говоря, деф. Щит дает нам на 6 секунд. Количество ОЗ защиты на 8 максимум процентов от ОЗ. Неплохой щит дает. Это именно особенно подходит для целей, которые любят танковать, у кого больше много хп. Вот. Так что смотрите, выбирать вы можете один навык. Дальше у нас внешка также с лилового. И с каждым усилением у нас грейдится сам вот этот навык. Вот. Дальше. Здесь руны уже будут добавлены. Еще дополнительные статы. Здесь у нас 3 руны. ОЗ атака, ОЗ уклонение и Деф Физ Маг Крит. Здесь у нас еще добавится одна стезя. Так, это вот это будет. Я не помню по статам, что будет. Там тоже будет что-то под типа сопротивления, либо крита такого. Дальше при прокачке у вас будет еще дальше развиваться это усиление. На данный момент нам доступно только то, что мы открыли первого ранга. Напоминаю, что грядущий только на один ранг вы можете посмотреть, залистать. Вот. По поводу шанса успеха и качается вообще как, безопасно или нет. На первых порах зеленого на синий практически безопасно точится, потому что шанс точки высокий. На первые попытки там от 100% и идет с каждым усилением на понижение. Допустим, сейчас, чтобы мне с синего на лиловый завести эту руну, у меня шанс успеха 85. Но нужно понимать, что с рандомом в этой игре можно и с шансом 85 получить неудачу. Но тут есть такой момент. Мы можем делать ковку безопасно. То есть вы можете повышать шанс успеха. Допустим, как повышается? При прокачке навыка, если у вас неудачно проходит прокачка, усиление, то есть у вас, допустим, на один огонек загорелся, на один раз заточился, допустим, да, на 2, на 3, неважно. Вы точите, у вас не заточился, у вас отнимается обратно -1. При неудачной заточке отнимается. И вам на почту придет сообщение с таким артефактом, с таким камушком. Камень удачи называется. Что оно дает? Оно дает вам повысить шанс успеха ковки. То есть усиление, когда в следующий раз будет, если у вас мало шанса, если вы хотите дополнить этот шанс усиления, вы добавляете этот камень, и вы видите, что добавляет сколько. То есть лиловая это добавляет 5%, и рыжий камень нам добавляет 10%, соответственно. Чем выше грейд рун прокачаны, то есть на более высоких рангах рун, выше лилового, золотого, тогда ломается, вы можете получить больше камней, выше ранга. Соответственно, вы можете сюда их добавлять для заточки. Чем дальше мы прокачиваем, тем шанс успеха у нас все ниже и ниже. Плюс у нас здесь ресурсы, соответственно, требуемые. Они не всегда такие, а их будет еще больше и больше. Это что касается именно усиления, надеюсь, вы поняли. Что еще хотел добавить? Где можно эти камни приобрести, помимо того, что, допустим, у вас все с успехом, у вас нет этих камней, вы хотите их где-то купить.
Также насчет лавового алмаза я говорил, это кредит испытания, это за очки арены, 5 штук в неделю, обязательно скупайте. Дальше у нас это в сделках будет. В боевых искусствах у нас только заточки. В боевых искусствах у вас всегда достаточно очков будет, если вы активно будете ходить. Дальше у нас в сделке. В сделке вы можете взять за привязанные алмазы вот эти камни усиления. Стоит ли их брать на первых порах? Я считаю, что нет, это пустая трата. Допустим, на таком шансе, если 85, понятное дело, что рандом, и, ну, рандом такой, если то, что вы добавите и один, у вас будет 90%, шанс есть, что даже так не прокнет. Так что старайтесь на ранних этапах не использовать такие камни. На более поздних, когда уже шанс успеха уже низкий, вот тогда использовать эти камни с умом. Ну, естественно, если у вас нет проблем с этими, с алмазами, вы можете потратиться и скупать эти камни удачи, но они не дешевые, скажем. То есть 5% это 60 алмазов и 10% это 180 алмазов. То есть в 3 раза дороже. А бонус нам дается, ну, тут с арифметикой у них непорядок. То есть золотой камень дает нам 10% шанса, лиловый 5%. Лиловый один стоит 60 алмазов, золотой стоит 180. То есть 3 лиловых можно купить за стоимость одного желтого. Но 3 лиловых нам даст 15% шанса, а один оранжевый за эту стоимость даст 10%. То есть имейте в виду. Но если алмазы есть в избытке, можно скупать, но на ранних этапах не советую. Это пустая трата, если рандом прокнет, то есть вам если не повезет, она не повезет и 90% шанс. 85 шанс успеха, это хороший шанс. Вот. Еще с данжей зверей впадают эти камушки. Чем дальше игра, их будет достатки. То есть не надо на первых порах париться, что их нету. А на черном рынке шибко не разгоняйтесь, чтобы скупать. Вот, допустим, за 120 привязанных алмазов. Это максимальная стоимость, за которую можно купить. Но это тоже не дешево. Потому что это самый дешевый вариант. Бывает тут дороже. 150, 160 и выше. Это за один камень. То есть самый простой это активности в игре. Активности арены. С арены 5 штук забираете в неделю. Плюс со зверей есть вариант, что выпадет. И лучше скупить, постараться в неделю хотя бы 1-2 сундука. Мастерский пакет усиления называется. 480. Он у вас откроется на 78 левеле. Тут вы просто помимо этих камней получите еще 5 кристаллов алмазных на прокачку. Не забываем, что эти же кристаллы у вас идут и на прокачку шмота вашего помимо артефакта. Так что балансируйте, не надо упираться в что-то одно. Смотрите, здесь прокачали, довели до ума как-то, навыки прокачали, там, внешку чуть-чуть, да. Открыли второй артефакт, как минимум, круг сделали на синий, лиловый и вернулись к своим шмоткам. Потому что не забываем, что шмот, гир, чем выше, ранг чем выше, тем выше базовые статы у нас. А напоминаю, усиление наше в процентах вот это дает усиление к базовым статам. То есть выше ранг, выше статы, плюс наше усиление лучше работает. То есть это очень профитно. На высоких рангах, шмотках уже это усиление очень сильно влияет. Так что имейте в виду. Артефакт, да, артефакт тоже крутые статы дает, но только в одного него упираться не имеет смысла. Плюс эти заточки
Напомню еще один момент, есть где их взять. Вы можете взять их в магазине очков именно для этого. С перемона. Можете здесь взять лавовые алмазы 3 штуки и 6 штук алых кристаллов. Но тут стоимость надо сразу смотреть, что не дешевая, но чем 120 алмазов, 150 алмазов тратить вот на одну этот, 300 очков, то есть в день одну-две вы можете отсюда забрать с хорошей активностью. Но нам еще в неделю обязательно надо забрать это яйцо, потому что нам нужно яйцо для развития. В принципе, это все варианты прокачки и откуда достать эти ресурсы. Те ребята, которые еще не апнули, напоминаю, не апнули 78 левел, ближе к 78, ну, знаю, там уже сами определитесь. Я, например, начал собирать камни. Я их насобирал 70 штук рыжих в сумме. Ну, с крафтом на 70 вышло. Я чуть-чуть вточил еще шмот. И артефакт на данном этапе пока что вточил на синий круг. Вот. И вот сейчас такие алмазы нужны. Но копил я их, начиная с... не помню, 75-го, 76-го, скорее всего, 76-го. Это примерно неделю плюс. Вот. То есть это часто падают камни с боссов, зверей и с разных данжей. Плюс постоянно скупаешь арену. Обязательно в первую очередь. Гильдию скупаешь в первую очередь. Еще где можно? В сделке в неделю 2 пака можно было брать. До этого было лиловые. Если у вас низкий ранг, вообще на самых первых это синие, лиловые. Сейчас у нас уже вот такие золотые, да, красные. Так, что касается, ребят, что касается у нас геймплея именно PvP-шного, боевые искусства. Давайте поговорим чуть-чуть о нем. Боевые искусства, как я говорил, это PvP режим. Как вы только апнете 78, у вас здесь откроется сюжетное задание, по которому вы можете пройти, но сейчас то, что нам недоступно, потому что он откроется с четверга. После лиги как раз 21:30. Вот. NPC стоит рядом с этим данжем, который мы бегаем в центре, да. И что, собственно, мы здесь видим? Здесь ранговая система. Подбор идет по уровню, написано. Не путайте подбор по уровню не вашего ранга, а подбор по уровню ранга именно в этом ивенте. Допустим, сейчас по дефолту у всех серебро, бронза и так далее, да, железо, в зависимости от силы. И у вас подбор будет по этому уровню. То есть уровень считается вот этот. Не путайте. Варианты здесь, как идет подбор вообще и как ведется бой, я вам наглядно либо на стриме запущу именно этот, либо скорее всего короткое видео с PvP-шки с этого. Здесь PvP ивент именно в пати. Пати может быть из двух. Вы можете соло также подбор делать, просто пати рандомно кинуть. Вообще из 3 человек. В разных локациях разные варианты. Наглядно сейчас показать не могу, еще напоминаю. Но расскажу так. Есть варианты там 1 на 1 PvP, то есть вы в команде вдвоем идете PvP-штесь 1 на 1. По типу
как битва гильдии. После битвы гильдии у нас второй этап 1 на 1. Вот в таком же варианте есть битва 3 на 3. Вот. Есть также 2 на 2 вариант еще с дефом у нас. И у нас еще есть PvP, где мы должны собирать очки. И те, кто раньше соберут определенное количество очков в центре, занимая это место, идет отсчет времени до победы. И там друг другу мешаем. То есть противник убивают и все такое. Но массовое PvP командное очень интересное. Награды очень интересные. Ну, тут мы видим, у нас за ачивки есть, начальные у нас награды. У нас дается эмблемы, очки чемпиона, за которые мы можем в шопе потом скупать разные ресурсы нам необходимые. Вот нам то, что дает, может посмотреть. Награды. Награды это у нас за определенный результат. Сезонные награды за повышение, сезон награды за результат. То есть у нас будет сезонная награда, которая потом нам придет, да, и за результат достижения нашего ранга. Рейтинги, вы можете рейтинги посмотреть, межсерверные, рейтинги сервера, друзей, славы и так далее. Так, насчет правила здесь можете посмотреть подробно. Четверг, суббота у нас 16:30. Вот. И вот формат, да, как 2 на 2, 3 на 3. Выживание, в классическом режиме, война самоцветов, да, самоцветы собираете, очки добываете. Насчет шопа. Шоп здесь именно магазин, он и самый такой на данном этапе, самый ценный, самый интересный, очень хороший, для прокачки очень много вещей, особенно для рун. Вот. Мы сможем грейдить наши руны звездные, то есть блестящие руны. Плюс у нас еще помимо этого остальные ресурсы, да, нужные. То есть этот шоп очень крутой. Очки у вас набираются если вы активный плеер, активный игрок, очки эти наполняются очень хорошо, и вы хорошенько можете здесь прокачиваться, скупать вот эти даже фрагменты на руны, в зависимости какую руну вы будете апать. И ну, тут разные, даже есть у нас с печатью на выбор, легендарный и так далее. Валькирия, король Артур, это обязательно будет. Но это лимит сезона, один раз вы можете взять. То есть, и вот такие ресурсы у нас. Подробно про грейд этих рун я расскажу, покажу, видео сниму, когда мы накопим, чуть пофармим эти очки, я вам покажу. Забегая вперед, скажу, что это у нас грейд идет именно звездных рун, вот этих пробуждения. И вот эти нужные осколки пробуждения 15 мы берем как раз таки именно в этом шопе. Боевые искусства. Вот он, нужные руны. Соответственно, для каждого класса все это разберу, все покажу, какие нужны. В принципе, все, ребят, на данном этапе прокачки, что визуально могу показать, рассказать, объяснить, если кто есть новички, кто не понимает. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментарии, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Напоминаю, ваша поддержка очень важна. И
Всем удачных каток. Всем пока.